Здравствуйте! В части 6 мастер-класса мы начали наряжать куклу в одежду. Замечу, что изготовление Бабы-Яги мы начинали сверху вниз, с головы до ног, а одевать куклу начали наоборот, с ног и дойдем до головы. Продолжаем украшать юбку. Нам необходимы отрезки ткани, нарезанные вот таким образом. Количество отрезков, цвет этих отрезков на ваше усмотрение. Это придаст юбке определенный шарм и украсит ее. Приклеиваем отрезки по талии под рубашку через равные промежутки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, все ли у вас получается и на что необходимо обратить внимание или повторить. Также напоминаю, что куклу Бабу-Ягу, которую мы изготавливаем, будем оживлять с помощью нейросетей. Это очень увлекательный процесс, поэтому подпишитесь, чтобы вы не пропустили это увлекательное занятие. Отрезкам можно добавлять любое количество и разных цветов. Добавим еще немного. Далее украшаем юбку. Берем ножницы и надрезаем юбку по низу на 1,5–2 сантиметра. Продолжаем работу. Надрезаем юбку. У нас все получилось. Дальше переходим к рукавам. Берем подходящую тесьму или кружево и будем приклеивать по низу рукава. Тесьму берем любую, которая у вас есть в доме. Все на ваш вкус и на вашу фантазию. Не забываем о том, что нам еще предстоит делать метлу, мышу, божью коровку, цветы, листики, украшать куклу. Продолжаем работу. Усаживаем куклу на стульчик и начинаем оформлять ей голову. У нас прекрасное выражение лица у Бабы-Яги, но для большей выразительности я предлагаю выделить переносицу. Это займет 1–2 минуты.
Переносица готова. Далее предлагаю утянуть кукле рот. С помощью нитки и иголки мы выбираем место для рта нашей куклы и утягиваем ниточку. Также можно формировать и дальше выражение лица куклы, утянуть ей щеки или размер головы, уменьшить или увеличить. Все на ваше усмотрение. Лицо куклы стало более выразительным. Берем маркер красного цвета и подкрашиваем кукле рот. Подбираем глаза кукле. Если глаз нет, можно приклеить маленькие пуговицы. Или нарисовать на бумаге глаза. Сверху покрыть прозрачным скотчем, вырезать и приклеить. Подкрашиваем рот. Коричневым маркером выделяем брови и складки на лице. Вклеиваем глаза, которые вы выбрали. И будем переходить к прическе. Для волос Бабы-Яги подбираем подходящие варианты из того, что у вас есть в доме. На волосы можно использовать любые нитки. Любого цвета. Не забываем, что у нас еще будет косынка на голове Бабы-Яги. И делаем примерку. Также можно использовать мех от старой одежды. В нашем случае это бывший воротник, пальто из ламы. Выбираем то, что нам нравится. Второй вариант из ламы тоже выглядит замечательно. Каждый паричок придает кукле свое выражение лица и свой характер. Волосы также можно сделать из джутовой веревки. Это тоже стильно и эффектно. В следующей части мы будем продолжать наряжать и украшать Бабу-Ягу. До встречи!